Приветствую всех на канале «Горизонт событий». Проливные муссонные дожди, обрушившиеся на юг Китая, вызвали катастрофическое наводнение в уезде Хуайцзи городского округа Чжаоцин провинции Гуандун. По данным местных властей, к полудню среды, 18 июня, стихийное бедствие затронуло около 300 тысяч жителей региона. Из-за выхода из берегов реки Суйцзян центральные улицы города оказались затоплены. Уровень воды на местной гидрологической станции поднялся до 55 метров 22 сантиметров, что превышает критическую отметку на 5 метров 22 сантиметра. Наводнение, вызванное тайфуном Вутип, первым тайфуном 2025 года, а также влиянием барической ложбины и сезона муссонных дождей, началось 14 июня и стремительно ухудшило ситуацию в регионе. Около 70 тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы, однако, по сообщениям, есть пропавшие без вести, а экономический ущерб, нанесенный региону, оценивается как значительный. Местные власти начали спасательные операции, задействовав полицию, военных и спасательные службы для эвакуации населения и устранения последствий стихии. Дожди, по прогнозам метеорологов, продолжится в ближайшие дни, что еще сильнее усугубит ситуацию в провинции Гуандун и соседних регионах, включая Фуцзянь. В то же время в центральной части Китая, в городе Наньян провинции Хэнань, развивается еще одно масштабное наводнение. Проливные дожди, характерные для сезона муссонов, привели к резкому подъему уровня воды в местных реках. Власти уже начали эвакуацию жителей и усиление мер по борьбе со стихией. Наводнения остаются одной из самых серьезных угроз для Китая, особенно в густонаселенных южных и центральных регионах. Реки Янцзы и Хуанхэ, прозванные печалью Китая из-за частых разливов, неоднократно становились причиной разрушительных катастроф. Современные наводнения, включая нынешние в Хуайцзи и Наньяне, связывают с изменением климата, которое усиливает интенсивность муссонных дождей и тайфунов. В ночь с 15 на 16 июня деревня Канчу, расположенная в коммуне Борка-ди-Кадоря, провинции Беллуна региона Венеция, пострадала от мощного селевого потока. Сель сошел в результате продолжительных осадков, которые обрушились на регион. Горная местность провинции Беллуна, входящей в состав Доломитовых Альп, сделала деревню Канчу особенно уязвимой для подобных природных катаклизмов. Потоки грязи, камней и воды хлынули с окрестных склонов, затопив дороги, дома и сельскохозяйственные угодья. По предварительным данным, сель перекрыл несколько местных дорог, включая подъездные пути к Борка-ди-Кадоре, что временно изолировало деревню. Информация о жертвах или пострадавших отсутствует, но местные власти сообщают о значительном материальном ущербе в деревне. Регион Венето, особенно провинция Беллуна, известен своей сложной географией, где Доломитовые Альпы создают условия для оползней и селей во время сильных дождей. Деревня Канчу, входящая в состав коммуны, находится на высоте около 900 метров над уровнем моря, что делает ее особенно подверженной воздействию селей с близлежащих склонов. Похожие инциденты уже происходили здесь не раз в прошлом, но сель такого масштаба стал неожиданным ударом для небольшой общины. В районе Педагаджи, небольшой деревни в коммуне Карлентини провинции Сиракуза, на востоке Сицилии, вчера вечером прошел торнадо. По данным местных источников, торнадо повредил деревья, сельскохозяйственные угодья и некоторые постройки. Скорость ветра достигала 137 км в час. Однако торнадо просуществовал недолгое время и вскоре быстро рассеялся, не затронув крупные города, такие как Сиракузы или Карлентини.
Информация о жертвах или пострадавших отсутствует. Местные жители сообщают о незначительных повреждениях, таких как сорванные крыши сараев и поваленные линии электропередач. Торнадо в Пидагаджи сформировался в условиях нестабильной погоды, вызванной столкновением теплых и влажных средиземноморских воздушных масс с более холодными потоками. Высокие температуры моря в Средиземноморье усиливают энергию штормов, что делает торнадо и водяные смерчи более частыми в регионе. Местные власти Карлентини и провинции Сиракуза направили аварийные службы для оценки ущерба и помощи жителям Пидагаджи. — 17 июня в Воркуту накрыл снегопад. Он сопровождался холодным атмосферным фронтом, который принес в регион аномально низкие для лета температуры. Улицы города покрылись тонким слоем снега. Метеорологи связывают это явление с вторжением холодных арктических воздушных масс, которые временно вытеснили более теплую погоду, характерную для июня. Подобные аномалии, хотя и редкие, для Воркуты не уникальны. — 18 июня в 14 часов 45 минут по местному времени мощный торнадо прошел по территории Кагальницкого района Ростовской области, затронув окрестности станицы Кировская и близлежащий поселок Глубокий Яр. Вихрь, сопровождавшийся сильным ветром, повалил деревья и 4 железобетонные опоры линии электропередачи, что привело к временному отключению электроснабжения в поселке. На место происшествия оперативно прибыли бригады электриков. Власти района пообещали восстановить электроснабжение к вечеру 18 июня. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, но точная оценка материального ущерба пока не проводилась. Провинция Чичао, расположенная в юго-западной части Марокко, пострадала от наводнений, вызванных волной проливных дождей. В регионе Иментанаут сошел разрушительный селевой поток. Стихийное бедствие привело к значительным разрушениям, затронуло жилые дома, дороги и инфраструктуру региона. По данным СМИ, из-за наводнений в Чичао затоплены дома, нарушено транспортное сообщение, а также повреждены линии электропередач и водоснабжения. ل 17 يونيو 2025 لا إله إلا الله يا إنسان. — 17 июня редкий высокогорный торнадо ударил по району Пайкс-Пик в штате Колорадо. Торнадо сформировался около 12 часов 40 минут по местному времени в 3,5 километрах к северо-западу от Дивайда, примерно в 16 километрах от знаменитой горы Пайкс-Пик. Национальная метеорологическая служба сообщает, что вихрь прошел через лесной массив на высоте около 2780 метров, оставив за собой значительные разрушения. Сотни деревьев были повалены, почтовые ящики и заборы разрушены, а в некоторых районах зафиксированы перебои с электроснабжением. К счастью, сообщений о пострадавших или поврежденных домах не поступало. Шторм, сопровождавший торнадо, принес в регион также сильный дождь и град.
Торнадо на такой высоте – крайне редкое явление, так как горная местность обычно нарушает циркуляцию, необходимую для формирования вихрей. Пайкс-Пик – одна из самых известных вершин США, уже третий раз за последние годы опровергает миф о том, что торнадо не могут возникать в горах. В результате продолжительных ливней, накрывших ряд регионов Колумбии, в секторе Ланоки департамента Антиокия сошел оползень. Он перекрыл шоссе, соединяющее Санта-Фе-де-Антиокию и Баломбала, что изолировало некоторые населенные пункты. Движение по шоссе, которое является важной артерией, связывающей западную часть департамента с другими регионами, временно полностью приостановлено. Ураган Эрик готовится обрушиться на юго-западное побережье Мексики. Очередной, уже пятый с начала сезона, тропический шторм в восточной части Тихого океана, получивший имя Эрик, образовался 16 июня, довольно быстро вырос до стадии урагана третьей категории и продолжает усиливаться. Ожидается, что во второй половине дня в четверг он обрушится на побережье Мексики в районе штатов Герреро и Оахака. Не исключено, что перед этим он достигнет четвертой категории. Ураган выльет на регион до 400-500 мм осадков, сформирует наводнения, в том числе нагонные, и принесет порывы ветра до 50 метров в секунду. Также не исключены оползни и сели. – 18 июня в 15 часов 32 минуты по западно-индонезийскому времени вулкан Марапи, один из самых активных вулканов Суматры, вновь проявил активность, выбросив столб серого пепла на высоту 250 метров над вершиной или более 3100 метров над уровнем моря. Шлейф от извержения протянулся в северо-восточном направлении. По данным Центра вулканологии и смягчения геологических рисков Индонезии, извержение характеризовалось умеренной интенсивностью. На момент извержения уровень опасности вулкана оставался на втором уровне по 4-бальной шкале, что подразумевает запрет на нахождение в радиусе 3 километров от кратера Вербеек. – 18 июня в 5 часов 57 минут по местному времени у побережья Сальвадора, в районе департамента Усулутан, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Землетрясение ощущалось на значительной части территории Сальвадора, включая столицу Сан-Сальвадор. Очаг подземных толчков залегал на глубине 81 километр. По данным местных источников, толчки были продолжительными. Информации о жертвах, пострадавших или значительных разрушениях не поступало. Местные власти и сейсмологические службы продолжают мониторинг ситуации и сбор данных для уточнения параметров события. Землетрясения в Сальвадоре не редкость. Страна расположена на Тихоокеанском огненном кольце, где высокая тектоническая активность вызывает частые толчки. 19 июня в 10 часов 8 минут по местному времени в акватории Тихого океана, недалеко от Южных Курильских островов, было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился на глубине 14,9 километра, приблизительно в 115-120 километрах от населенных пунктов Крабозаводское и Малокурильское на острове Шикотан.
По данным регионального управления МЧС и сейсмостанции Южно-Сахалинск, подземные толчки ощущались на островах Шикотан, Кунашир, а также Хоккайдо. В селах Крабозаводское и Малокурильское сила колебаний достигала 4 баллов, а в населенных пунктах на Кунашире, включая Южно-Курильск, интенсивность составила 3-4 балла. Жертв, разрушений или угрозы цунами не зафиксировано. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале.